Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас принести присягу народу России. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. В пятый раз Путин вступит в должность президента России 7 мая. Инаугурация всегда проходит примерно одинаково, но все-таки я напомню вам, как именно. Только не подумайте, что проект решил просто так перегрузить вас официозом. Некоторые детали нам с вами сегодня очень пригодятся. И сейчас в прямом эфире кабинет президента в Сенатском корпусе Кремля, куда ему поступает сигнал о том, что в Большом Кремлевском дворце уже все готово. Путин поднимает один из множества телефонов. Это же вам не управляющий каким-нибудь отелем. У большого начальника способов связи должно быть много. Теперь он выходит из кабинета, зачем-то разглядывает картины, как будто десятков лет в Кремле на это не хватило. Опять телефоны. И вот он едет в соседний Большой Кремлевский дворец. Ну а там наверху аванзал со знакомым любому россиянину девизом из Александра Невского. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Давайте уточним, это не девиз, а название картины художника Пресекина. Здесь изображен Александр Невский, который бьет западных врагов. И Путину, конечно, нравится идти на инаугурацию с этими мыслями. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Вот он проходит по роскошным залам Кремля, клятва и прочий церемониал. Потом по программе смотр президентского полка. Завершает все, конечно, молебен в Благовещенском соборе. Домовой храм московских князей и царей. В этот день, когда вы вступили в должность, мне хотелось бы сердечно вас приветствовать. Пока Путин скучает, давайте полюбуемся великолепными иконами XIV века. Богоматерь, Спаситель, Иоанн Предтеча. А сюда раньше помещали икону небесного покровителя, здравствующего царя. Наверняка и Путину было бы приятно видеть здесь своего святого, князя Владимира. Но это фантазии. Давайте послушаем слова патриарха, как он молит наставить президента. «Ныне ему правительство управляйте на путь истины и правды, и от лицеприятия и мздоимства отражайте». Кстати, о мздоимстве раба Божьего Владимира. А куда он поедет из Благовещенского собора? Где вообще будет жить после инаугурации? Сложная ситуация. Война, сотни тысяч убитых и покалеченных, разрушенные не то что дома, целые села и города. Надо бы затянуть пояса и поскучать в 4 официальных резиденциях. Но ведь душа просится во дворец. А ведь мы ничего не знаем о том, что происходит с этим самым легендарным дворцом в Геленджике. Алексей Навальный в своем знаменитом расследовании показал нам, как он выглядел лет 10 назад, вскоре после постройки. Но где-то в 2018 году дворец опустел, видимо, после серьезной аварии. Тогда золото, мрамор и миллиарды денег повыкидывали куда подальше и начали все перестраивать заново. Пропагандисты с удовольствием показывали эти кадры. Якобы они случайно проникли на территорию и ничего, кроме бетона, не нашли. Фильм Навального про дворец Путина – это иностранная диверсия. В нем нет живого места правды. А тут еще появился Аркадий Ротенберг с убедительным рассказом. Оказывается, это его дворец, и он там еще давно запланировал отель. И скоро позволит журналисту Мэша там отдохнуть. Со скидкой. Я редко ошибаюсь
Пройдет там 1,5-2 года, и я вас приглашу, и вы посмотрите на эту красоту, которая там будет. Да. Если будет желание, даже может... То есть я легально смогу туда приехать? Да, конечно. И так как вы уже проникли туда незаконно, то вы можете рассчитывать на скидку. И на теплый прием. С тех пор прошло не то что 2, все 3 года. Аркадий Романович, исполните обещание, покажите отель, хоть Мэшу, хоть нам с ФБК, можно даже без скидки. А то в системах бронирования я никакой гостиницы, похожей на дворец в Геленджике, не вижу. Обращаю внимание правительства и коллег в зале, из бизнеса. Эти планы потребуют дополнительных вложений, конечно, как со стороны государства, так и со стороны предпринимательского сообщества. Вместе с командой Навального мы решили не ждать приглашения Ротенберга, а разобраться во всем сами. И сегодня наглядно ответим на 2 вопроса. Достроен ли дворец? А если да, для кого он? Постояльцев отеля или Путина? Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежал. В поиске ответов мы обратились к тем, кто в последние годы участвовал в реновации дворца. Большинство по понятным причинам отказалось нам помогать. Но один из подрядчиков согласился не только с нами поговорить, но и передал важные материалы – чертежи и рабочую документацию с наименованием мебели. На первой же странице документов видно, за перестройку дворца отвечала компания «Велесстрой». И это очень важно. Она тесно связана с российскими властями. Крашимир Филиппович считается чуть ли не хорватским кошельком Путина. А еще он гражданский муж вице-мэра Москвы Анастасии Раковой. В общем, подрядчики понимали, что работают не абы с кем. Мы были субподрядчиком Велестроя. На всех документах, что у нас были, как назывался апарт-отелем. По сути, это была реконструкция с изменением дизайна. Поменялись некоторые перегородки кирпичные, гипсокартонные, назначение нескольких помещений. Инженерные системы в основном остались те же. Бывали частенько серьезные проблемы и на самой стройке, и юридические. В такие моменты обычно подключались и сам Крашимир, и Ракова, поэтому все вставали на уши. А вам говорили, почему потребовалось все перестроить? Я слышала, что были огромные проблемы с гидроизоляцией, особенно в театральном зале. Дождливую погоду там вовсе все заливало, была плесень. Я слышал похожую версию, только очень анекдотичную. Якобы залило спальню, когда Путин там лежал с Кабаевой. Вообще было много строительных проблем с нагрузками на перекрытие. Видимо, изначально конструкторы не учитывали, что будет столько гипсовой лепнины и довольно тяжелая. А удалось все это исправить? По крайней мере, пытались исправить, правда, какими-то кустарными методами, как это обычно бывает на стройках. Что-то получилось, что-то нет. Возможно, потолок там когда-нибудь грохнется. Вообще работы закончены? Да, где-то в феврале-марте 23-го работы заканчивались. Подрядчики сдавали всяческие работы, закрывали акты, были клининги, расстановка мебели, и потом сданные уже помещения закрывали, чтобы никто не заходил туда. Итак, зафиксируем ответ на первый вопрос. Дворец полностью перестроен и уже год как готов к использованию. Теперь мы с вами отправимся искать имя его хозяина. Обещаю, мы узнаем об этом человеке очень много интересного. В этом нам поможет важный и подробный план дворца, который мы получили от подрядчика. Давайте на него немного полюбуемся. Это первый, самый известный этаж. Но это еще не все. На финальном этапе работ один из строителей прошелся по помещениям дворца, тайно снял самую настоящую экскурсию и отправил нашим коллегам из ФБК. Обязательно посмотрите ее в ролике, который одновременно с нами выходит на канале Алексея Навального. Мария Певчих и Георгий Албуров вас, как всегда, удивят.
Мы же в проекте объединили эти съемки с нашими чертежами, информацией о мебели и стройматериалах и визуализировали самые главные помещения дворца. Давайте же на это все, наконец, посмотрим. Из двора идем в читальню, так называется эта комната. В своем знаменитом ролике Навальный начал демонстрацию интерьеров дворца с читальни. Вы, наверное, запомнили это безумие с золотыми двуглавыми орлами и фресками. Но то было раньше. На новой схеме апарт-отеля это помещение называется «Лобби номер 1». Отправляемся туда. На первый взгляд все изменилось в лучшую сторону. Появился рояль, исчезло золото. Может, и правда хозяин сменился? Хотя, если приглядеться, дешевле не стало. Просто для примера. Эти французские коврики в стиле Людовика XVI стоят не меньше 10 миллионов рублей. И это еще копейки. Посмотрим наверх. 2 люстры из резных кристаллов. Это, как утверждает производитель, откровение скульптурного великолепия. Стоит, как элитная квартира в центре Москвы, под 100 миллионов рублей. Интересно, сколько времени потребуется владельцу этого так называемого отеля, чтобы окупить одни только люстры в одном из многих помещений. Теперь еще более важное изменение. Вместо фресок с изображением природы, тут теперь картины. Давайте ими полюбуемся. Как-то немиролюбиво. Бородинская битва. Воюем с французами. Идем дальше. Русские громят персов. Теперь картина побольше. У вас нет ощущения, что хозяин дворца буквально помешан на войне? Князь Святослав бьет хазар. И опять трупы. Картина о ледовом побоище называется «Доколе Господи». И правда, доколе. Ладно, теперь главное, самое большое полотно этой комнаты. Где-то мы с вами это встречали. Кто бы ни был хозяином дворца, он наверняка любуется на Александра Невского и вслед за героем фильма повторяет ту самую фразу, давшую название картине. А если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. В общем, мы начинаем понимать характер владельца. Ему нравится воевать и грозить Западу на манер Александра Невского из фильма. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Интересно, помнит ли он, что настоящий князь ездил еще и на поклон в Золотую Орду? Кстати, о золоте. Не думайте, что в Геленджикском дворце его стало меньше. Еще раз адресую вас к видео ФБК. Вы увидите золото даже в спальнях на 2-м этаже. Мы тоже с вами туда поднимемся, но совсем ненадолго и при помощи нашего плана, чтобы увидеть кое-что важное. Спален здесь 11. Если это и апарт-отель, то рассчитан он на небольшое число гостей. Как владелец окупит такие дорогие интерьеры, все еще не понимаю. Но давайте заглянем вот сюда, в апартаменты номер 3. Самая обыкновенная спальня, рядом гостиная, и здесь есть особенность. В отличие от всех остальных номеров, на столике зачем-то размечены 3 телефона. С телефонами в этом отеле вообще происходит что-то странное. Спускаемся вниз, буквально на цокольный этаж. В комнатах прислуги связь не предусмотрена. Зато возле, внимания, процедурного кабинета телефонов опять сразу 3. Удобно, конечно. Лежите вы на этой койке, пока вам вколят ботокс, а в случае чего до вас можно дозвониться. И, видимо, по какой-то очень непростой телефонии. Обратите внимание, здесь есть отдельное помещение под названием «Связь». Зачем? Мой коллега Виталий Солдатских под видом заказчика связался с компанией, которая как раз обустраивает связь в отеле. Там очень удивились, чего это он беспокоится за место под связь. А потом сказали, что на самое большое число номеров нам потребуется максимум небольшой шкаф. Комната нужна для более сложных целей. Ну, я видел, вы звонили моему тезке, мальчику, который на Красной Поляне на лыжах катается по вашему приглашению. И вы звонили по смартфону. Я звонил. Не понял, правда, что за модель. Мне ваш приятель, его ваш приятель Песков мне подсунул, просто я позвонил. А так мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут на любого абонента. Теперь давайте покинем цоколь и получше изучим первый этаж.
Итак, здесь напрочь отсутствует зона ресепшн и, соответственно, телефоны. Куда звонить за завтраком в постель, не ясно. Зато есть кабинет. Интересно, чей? Вряд ли он предназначен для управляющего. Смотрите, как здесь дорого. Один потолок чего стоит. Стены из прекрасного дерева, роскошный паркет. А у такого камина не стыдно и международные переговоры провести. Или о войне поразмышлять. Теперь стол. Опять они. И нет, мы ничего не придумали. Чертежами тоже предусмотрены телефоны. И даже эта так называемая балалайка. Все как у Путина. Еще раз обращу ваше внимание. В этом апарт-отеле всего один кабинет, явно предназначенный для высокого гостя. И еще. Давайте обратим внимание на столовую. Здесь всего один большой стол, а не несколько маленьких, что было бы логично для отеля. Теперь самое время вернуться к разговору с человеком, который и передал нам эти чертежи. Фамилия Путина ни разу не звучала. Прям как Володимир. Были фразы, что-то типа «это объект крайней важности, вышестоящего лица нашей страны, главнокомандующего». Типа все понимают, но имя почему-то не произносят. И между собой все называли этот проект «Юг». Это очень интересно, потому что объект «Юг» его называл и Сергей Колесников, тот самый предприниматель, который в 2010 году впервые рассказал о существовании дворца Путина. В целом, все всегда были на стреме, говорили, что объект под особой секретностью, и участвуют в ФСБ, за нашей работой следят, и все в таком духе. Я не ездил на сам объект, но коллег туда возили на специальных автобусах в определенные часы. Иногда им приходилось ждать на КПП по несколько часов, 3-4 часа, независимо от погоды, там, под дождем, без воды, еды. Видимо, кто-то из вышестоящих приезжал, либо ФСБшники на стройке что-то проверяли. Если у вас еще не отпали сомнения, давайте продолжим нашу экскурсию. И, как я уже обещал, в одном из помещений мы с вами буквально прочитаем имя хозяина этого так называемого отеля. Но начнем давайте отсюда. Тренажерный зал. Сравним с прежней схемой Навального почти без изменений. Рядом служебное помещение. Его переименовали в апартаменты номер 12, но это явно для конспирации. Вы видите, что это типичная комната охраны. Телефоны, монитор, все один в один. Перенесемся в другое крыло. Здесь бывший театр, тот самый, который раньше заливало в дождливую погоду. Это место переименовали в концертный зал. А рядом была комната со стриптизом. Вы ее, конечно, помните. Теперь здесь какая-то омерзительно блестящая лаунж-зона. И, наконец, идем сюда. Тут, наверное, самая любимая комната президента России. То место, где Путин всех переигрывает. Но тут нет ни глобусов, ни карт военных действий. Зато есть игрушечные гоночные машинки. Теперь это милое место не узнать. На стенах кресты, как будто серебряные. Ну а что? В Зимнем дворце у русских императоров же была домовая церковь. Вот она и во дворце Южном. Второй раз за сегодня любуемся иконостасом и вспоминаем. Богородица, Христос. А вот Иоанн Предтеча куда-то пропал. Помните про обычай вешать иконы небесных покровителей царей? И здесь святой князь Владимир. Вот мы с вами и нашли имя хозяина этого дворца. Здесь не написано святой Аркадий. Здесь покровитель Путина. И еще характерная деталь. Своеобразный трон. Интересно, это патриарх или Тихон Шевкунов, сидя, отпускают Путину грехи за его многочисленные преступления? Или наоборот, Путин сидит, а попы за него молятся. Если человек заказывает икону Спасителя и рядом с ней изображение святого князя Владимира, то должна быть какая-то причина, почему он хотел бы там видеть именно этого святого. И, как правило, если это, например, именная икона, то было бы логично изобразить, например, святого покровителя супруга, например, с одной стороны, а покровительницу его жены с другой стороны. То есть это говорит о том, что человек не семейный, правильно?
Ну, это, можно было бы это предположить, и это было бы вполне закономерным предположением. Потому что, как правило, если это действительно имена иконы, то на именных иконах изображаются святые покровители членов семьи. Там еще был на фотографии стульчик. Правильно ли мы понимаем, что это кресло, которое может быть использовано священнослужителями? Два возможные объяснения. Первое – это то, что могло бы быть на горнем месте для того, чтобы там сидел епископ, архиерей во время богослужения. Ну, или это стул для самого заказчика, но тогда у него достаточно должно быть высокое представление о себе и о своей значимости. Итак, теперь мы можем точно ответить на оба вопроса, которые задали в начале. Роскошное здание в Геленджике перестроено и готово к использованию. И это никакой не апарт-отель. Такой дорогой дворец с люстрами по 100 миллионов в одной комнате невозможно окупить. И он явно предназначен для одного человека. Его имя знает каждый из вас. Хотя в каком-то смысле после инаугурации 7 мая на объект Юг приедет не совсем тот хозяин, что прежде. Когда-то Путин был жуликом и вором, но в нем было что-то человеческое, что ли. У него было казино, стриптиз, комната с играми. А теперь он помешался на войне, окружив себя иконами и картинами смерти. Друзья, я сегодня много вспоминал Алексея Навального, но не сказал важное. Мы продолжаем расследовать обстоятельства его убийства. Если вам известно хоть что-то, хотя бы незначительная деталь, которая может помочь, свяжитесь с нами или ФБК по защищенной почте. И, пожалуйста, помогите нам распространить это расследование. Залайкайте и прокомментируйте это видео и становитесь нашими спонсорами. Проект. Узнаете впервые.